эфире канал «Частное мнение русского немца». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы поговорим о Щепотке и Павле Буяне. Они выпустили новый ролик, там где Павел взял интервью у Щепоткиной. Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить подписаться, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Но если вы все это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. Ну а если вы на колокольчик нажали, то не забудьте захайпить это видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Ну и конечно не забывайте Fuchs aus Deutschland, тоже очень интересный канал. А также канал «Самое важное» с Эрихом Вайсом. Тоже очень интересный канал. В последнее время на YouTube и в Телеграме можно увидеть целую волну одинаковых историй. Люди с сияющими глазами рассказывают: мы сбежали из Германии, там невозможно жить. В России все отлично, продукты вкуснее, люди добрее, а воздух роднее. Казалось бы, просто личное мнение, но если присмотреться, то все эти рассказы звучат подозрительно одинаково, как будто выдал сценарий под копирку. Вот так и выходит. Например, теперь Павел взял интервью у Щепоткиной и точно так же, как вот я сейчас описал, рассказал, так же вышло у них в интервью. Вот смотрите, сценарий типовой. Мы жили в Европе. Там ужасно скучно, серо и дорого. Вернулись в Россию, и сразу счастье, солнце, душевность и щедрые соседи. Иногда добавляют штрихи. Немцы не улыбаются. Еда безвкусная. Детей воспитывают неправильно. Все живут по правилам, а у нас по душе. Если вы слышали хотя бы 3 таких видео, я могу вам точно сказать, вы уже знаете всю риторику этой школы возвращенцев. Да, так оно и есть. Вы действительно знаете все про этих возвращенцев. И вот знаете, я вот смотрю вот эти все ролики, и получается, как будто это все как пропаганда работает. Просто вот как пропаганда. И они всегда делают контраст. Берется бытовая мелочь, из нее делают доказательства краха западной цивилизации. Например, в Германии хлеб невкусный, значит там все искусственное и люди без души. Например, соседи жалуются в полицию, значит все доносят друг на друга. Но то, что там люди не доносят, они жалуются, если что-то происходит. Например, родители своих детей обижают, или там муж свою жену побил, или жена своего мужа побила. Вот на такие вещи доносят в Германии. Ну и следующий, например, продукты дорогие, значит экономика умирает. А почему продукты дорогие? Кто-нибудь уже задумался? И тут можно совсем простой ответ дать. Продукты дорогие, да потому что в Германии экономика растет. Если, например, экономика растет, значит происходит, что люди получают больше денег. Да, где-нибудь при коммунизме или в России это не так. При капитализме это просто происходит так, что вы зарабатываете больше денег. Если, например, экономика растет. И чем вы больше зарабатываете денег, тем больше вы можете на эти деньги что-то купить. А если вы покупаете на эти деньги, значит продукт становится еще дороже. И надо никогда не забывать, что в Германии продукты очень хорошие. И поэтому приезжают все соседи и покупают в Германии продукты. Например, чехи приезжают в Германию и покупают продукты. Например, поляки приезжают в Германию и покупают, например, бренди. А почему они покупают бренди в Германии? Ну, потому что они говорят, что квалитатив hochwertig. Ну, очень хорошее, например, делают бренди в Германии. В Германии действительно есть строгие правила. И да, продукты тут в Германии стоят дороже. Да, это все правильно. Но они качественные.
И на каждый продукт есть сертификат. И никто не добавляет пальму в молоко, чтобы сэкономить. В России продукты действительно могут быть вкуснее, если это фермерские, домашние, сезонные. Но если взятые сетевые магазины, то там все из тех же глобальных поставок. Разница не в душевности, а в системе контроля и уровне доходов. Ну а потом Щепоткина стала рассказывать, что в России люди очень улыбчивые, открытые и всегда помогают. А там в Германии, она говорит, люди холодные, расчетливые, без эмоций. Но вы знаете, я могу только одно сказать. На деле все зависит от общества, культуры и личного опыта. В Германии соседи действительно могут пожаловаться, но потому, что следят за порядком, а не из-за злобы. В России же часто не жалуются вообще, потому что зачем связываться? Добро и открытость не вопрос географии, а воспитания и ценностей. Ну а теперь поговорим про школу. Даже Щепоткина говорит, что зубрежка это не очень хорошо, что для чего эта зубрежка нужна. Да, тут она права. И все это правильно она сказала. Потому что в Германии делают ставку не на зубрежку, а на развитие личности, критического мышления, самостоятельности. И вот знаете, вот эти все перебежчики, они создают вот такую пропаганду, можно сказать. А почему они эту пропаганду создают, это я не могу вам сказать. Но я думаю, что они получают сверху какой-нибудь приказ. Мол, вам надо об этом и об этом говорить. Например, смотрите, Европа рушится, а Россия остров стабильности. На самом деле, эти истории успеха работают как инструмент пропаганды. И да, действительно, они вызывают гордость и успокаивают. Значит, мы живем правильно. Только забывают добавить, что почти все эти возвращенцы все равно держат счета, жилье и родственников там, откуда якобы сбежали. И вот сейчас я поставлю вам самый главный вопрос. Если в Германии все плохо, а в России все идеально, зачем тогда столько видео, чтобы нас в этом убеждать? Может быть, если рай настоящий, в нем не нужно никого уговаривать. Сомневаться не значит ненавидеть. Это значит думать. А думать сегодня самая опасная форма свободы. Да, вот это правильно. И поэтому не хотят люди в России думать. И, например, если вы прослушали это все интервью Щепоткина и Павла Буяна, вы заметили, что они только очень так поверхностно говорили. Они не заходили в никакие глубокие темы, потому что они боялись сказать правду. Ну а теперь я расскажу, какая температура у нас сегодня. А у нас сегодня было почти тепло для этого времени. У нас было сегодня плюс 12 градусов. Да, была хорошая погода. Было тепло. Ну а теперь я попрошу вас поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Ну а если вы все это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. А если вы на колокольчик нажали, то не забудьте захайпить это видео. Ну а теперь по старой традиции auf Wiedersehen и до свидания, мои дорогие, любимые зрители и подписчики моего канала.